Вот уже все собрал. Можно попрощаться с этим местом. И в путь. Такое впечатление, что я на Марсе или на Луне. Куда ни посмотри. Ну вот еще один у нас такой городок, скажем, поселение. Не впечатляющий совсем. Ну, зато на высоте 6000, почти 6000. Почти 2 километра. Ну, я к тому, что такая жара, а на высоте вроде нормально. Сейчас 27 градусов у нас. Въезжаем в даунтаун. Вот вы можете посмотреть его достопримечательности этого замечательного, ну, да не знаю, замечательным это не назовешь, но этого городишки, поселения, сеттlemент. Я даже не знаю, что это. Но, судя по всему, люди живут как-то. Даже какие-то монументы истории стоят. Голдфилд, да, вот он называется Голдфилд. Не, какая-то изюминка все-таки есть. Вначале было, конечно, полное убожество, но вот сейчас уже, ну, со слом человек сидит. Видели? Прикольно. Вон трактора паровые. Я просто не знаю, это музей или они до сих пор работают. Ну, я думаю, так, в целом я его вам показал уже. Конечно, заброшенных тоже очень много. Ну, это как и везде. Вот такой слева хочу показать эти поселения. Видите, много-много домиков. Это поселения индейские. Как военные шатры. У них своя колонка для воды. Вот такие общежития. Поправочка. Это не индейцы, это есть военная база. Это не общежитие, а действительно шатры. А база знатная тем, что это World's Largest Ammo Depot. То есть самое большое запас аммо. Это патронов и там всего такого в мире. Как мне пишут. Я не знаю, я такой не рекламировал. Вот это индийские поселения. А вот это бараки военные. Разница большая, да. Сколько же этих бараков? Это уже километры и километры. Там еще дальше идут. Ну, как говорили, как они пишут, самая большая в мире база по хранению ammunition, патронов. Может быть, это даже не бараки, а склады. Что-то охраняется очень плохо. Вот справа бункеры. Все огорожено и стоят много-много бункеров. Я не знаю, сможете вы их посмотреть, но они под землей, а сверху только торчит вход. Вот таких бункеров, наверное, с десятка 2-3 я уже проехал. Тут такое место, как бы 200 километров, ни одной заправки, ни одного города. Ближайший город это где-то 180 километров отсюда, ближайшее поселение, поэтому очень хорошее место для военных баз. Вон еще бункеры, видите, много их. Такие везде здесь. То есть как бы
пустыни, вот там еще, наверное, 150. Да, пустыни, но как бы под пустыней, по-моему, целый город живет. Ну, понятно, где Америка прячет свое оружие. Я думаю, в этой бункере. Я думаю, что камеру нужно выключать, потому что в ближайшие 180 километров не будет ничего. Ну, только природа. Вот такая прекрасная, замечательная природа. Вот я здесь остановился. Внизу идет Мохаве River. Здесь такой кемпсайт. Чтобы к нему подъехать было, нужно делать оффроуд. Естественно, я доехал. Больше никого нету по этой причине. Я тут один. Очень устал, поэтому сейчас буду немножко отдыхать, потом все остальное делать. Вот такой красивый закат у нас в Калифорнии, в Мохаве Дезерт, на речке Мохаве. И вот мой сетап, и палатка, и мотоцикл, и все мои вещи. Вот я буду спать, естественно, один, потому что если доехать, это нужно проехать через хорошее утро. Уже собрался, у нас опять жара, уже с утра 30. Сейчас в путь дорогу. Сегодня я еду уже в LA, встречаю своих любимых, ставлю мотоцикл на парковку, беру машину и еду в Сан-Диего, там где-то в Airbnb, на Airbnb с семьей. Сегодня. Ну, доброе всем утро! Вот с утра немножко бездора, это просто хорошая разминка, зарядка. Мне где-то километров 3-4 нужно проехать из того места, где я оставался спать. Ну, по таким дорожкам, как вы видите, в общем-то. Очень приятно. О, даже немножко напоминает Клондайк сейчас. Такие же склоны. Всегда приятно скиллы прокачать. Вот эта дорога идет вдоль Мохаве реки. Мохаве River. И где-то в километрах 200 я нахожусь от Мохаве Дезерт. Также в километрах 200 я нахожусь от LA, от Лос-Анджелеса, в который я сейчас и еду. Очень красиво, хочу заснять, хотя и highway трафик, но вид есть вид. Живу и я под солнцем для тебя, лишь для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Играя с волнами судьбы, плывем два белых корабля. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо в паруса. Мы так хотим в океан. Вот даунтаун LA. Полное гетто, конечно. Тут кругом помойки и бомжи.
Ну и среди этого гетто есть неплохие дома, вот так скажу. Лофты такие популярные. Да, но контингент тут, конечно, интересный. Вы привыкли видеть меня одного, а тут я не один. Моя замечательная семья приехала ко мне. Мы находимся в Калифорнии. Joshua Tree Park. Это просто что-то сказочно невероятно красивое. Сейчас я разверну и покажу вам эту прелесть. Такой красивый закат. Going into the cave. Let's check it out. Это ж так красиво. Ух. Michael, look up. See that thing falls? That's so cool. What are these rocks for? They might. Nice, dude. That's something. I mean, that big rock there, it's very promising. Видел камушек и сказал, что он очень похож на сердечко. Я его поправил, он больше похож на жопу. Окей, на что этот камень похож, я говорить вообще не буду. Это неприлично. На писюн. Ну, прям как морда обезьяны, да. А вот это самая красота открывает, это лес. Это Лес из Я попробую. Joshua Trees. Окей, это я сок. Мам, идешь? Breathtaking view. Вот такое вью с горы. I'll sing. Yeah. I'll sing with my face down. Okay. Santa Monica, LA, just walking oceanside with my beautiful family. The flight is delayed 3 hours, so we're taking advantage of it and enjoying beautiful weather and the ocean. Первая достопримечательность это ATM, которые тут привезли или скоммуниздили, я еще не понял. Вот красивейшие камни. Сокровища. Сокровища, да, Илюша, как правильно. Тут разные у нас майки. Значит, везде как Арбат такой. Только океан рядом. Этот бич называется Венес Бич. Это Санта-Моника. Венес Бич, Калифорния, океан, семья, счастье, шум океана. Вот в этом смоге находится LA, Санта-Моника пир. Oh, the water is nice. Вода очень приятная, но волны сильные. Ну вот я искупался. Все, я уже искупался. Немножко от себя. LA очень прискорбно, грязный, противный, вонючий. Везде бомжи. Все в тумане, смог везде. То есть атмосфера полностью испорчена. Но как город, он, в общем-то, не очень. Как вы поняли,
Но зато красота, которая вокруг него, вот этот океан, это стоит всего. Вот так выйти. Если у трафика не было 5 минут от города, а так с трафиком где-то полчаса, и вы оказываетесь просто в раю. Как знаете, я не очень люблю туристические все эти места, поэтому для меня все эти города, особенно такие центральные, как LA, Нью-Йорк и все остальное, я стараюсь подальше от них держаться. Но такие места природные, конечно, они стоят. Настолько пляж огромный, что людей получается совсем мало. Мы можем нашу private вечеринку тут делать и никому не мешать. Так что даже в LA можно найти свои прелести, как и в любом месте. Небеса мои обетованные, что же вы молчите, опять высотою маня?